Сегодня в Москве был убит высокопоставленный военный, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Вместе с ним погиб его помощник. Бомба, по всей видимости, была заложена в самокат, который стоял рядом с подъездом генерала на Рязанском проспекте, и взорвалась, когда тот вышел из дома. Источники BBC в СБУ Украины сообщают, что убийство генерала – результат операции украинских спецслужб. Каждый гражданин России старше 30 лет при чтении таких новостей испытывает неприятное дежавю. Вход в подъезд, раскуроченный взрывом, трупы рядом, рассуждения о массе взрывчатого вещества в 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Все это будто возвращает нас в 96-й год. Будто снова средь бела дня в Москве Ореховские с Солнцевскими гибнут в неравной битве за крышевание казино. У людей наших взглядов при обсуждении таких новостей всегда возникает известная проблема. С одной стороны, сказать доброе слово, а уж тем более сочувствовать генералу, участнику агрессивной войны, который больше всех разглагольствовал о биолабораториях в Украине, язык не повернется. Это военный, комбатант, который явно погиб от рук украинских спецслужб. Все вроде как по правилам. С другой стороны, приветствовать гибель российского гражданина в российской столице, каким бы упырем он ни был, тоже никуда не годится. В принципе, мы заинтересованы в том, чтобы эти люди дожили до дачи показаний, а не лежали в могилах. На самом деле, никакой этической дилеммы тут нет. Потому что отношение свое надо формировать не к личностям, а к явлениям. У жилого дома в Москве случилось убийство, причем убийство, совершенное общеопасным способом, посредством взрыва. Нормально ли это? Абсолютно ненормально. И эта ненормальность на нас не с неба свалилась. Не было такого, что в СБУ просто случился приступ безумия или ненависти к русским, и они решили кого-то взорвать в Москве. Взрыв этот – прямое следствие войны. Прямое и неизбежное. Если работа генералов уничтожать украинцев, то украинцы будут пытаться уничтожать генералов. И будут в этом деле иногда преуспевать. Произошедшее – прямое последствие решений, принимаемых Владимиром Путиным. Без войны ничего такого бы не было. Войну начал и с нескрываемым наслаждением продолжает вести Путин. Вот буквально вчера он на коллегии Минобороны разглагольствовал, как чудесно у него все идет. А сегодня в Москве раздается взрыв, в результате которого гибнет командующий целого рода войск. Это события, которые стоят в одном ряду. Это не первое, не второе и не 10-е успешное покушение на связанных с войной деятелей внутри России. Убивали офицеров, военных подрядчиков, пропагандистов. Это явление невозможно победить. Пока война идет, такие события будут происходить снова и снова. Что возвращает нас к одному из предыдущих разговоров. Единственный способ себя обезопасить, единственный способ не стать на войне мишенью, это вовсе к войне не прикасаться. Ведет ли кто-то Z-канал, призывающий убивать украинцев? Надел ли форму? Разрабатывает и производит ли ракеты, дроны, танки? Шьет ли бушлаты? Каждый из таких людей рисует себе огромную мишень на спине. Причем никогда не угадаешь, для кого это мишень. Для украинского диверсанта, родного чекиста или для конкурента за бюджетные деньги. Неважно, где вы сидите, в окопе или в теплом московском кабинете. Прикосновения к войне делают вашу жизнь и свободу очень хрупкими и дешевыми. А количество желающих их отобрать по обе стороны фронта растет пропорционально вашему статусу в системе и доходам. Генеральские погоны сейчас и вовсе какая-то черная метка. Кириллов уже 9-й погибший генерал с начала войны. Сколько их в СИЗО пересажали, уже и считать перестали. Из них уже можно новую тюремную касту собрать. У воров в законе были звезды на коленях, а у этих на плечах. Люди, которые считали себя главными выгодоприобретателями войны, обнаружили себя в ситуации худшей, чем банкиры в 92-м, между шконкой и могилой. Им уже себя не спасти, но остальным это урок. Не влезай, убьет. Причем, как мы видим, ничто не способно этому помешать. Ни ФСБ, которая всецело увлечена борьбой с ЛГБТ-терроризмом, ни Москва, увешанная гирляндами камер поболее, чем новогодняя елка шариками. Но каждого генерала и директора военного предприятия 8 кольцами ФСО не обложишь. Если кто-то решит до них добраться, доберутся. Роль спецслужб тут, конечно, вопрос отдельный и интересный. Обсудим его после небольшой рекламы иностранных карточек. Посмотрите, пожалуйста. Скоро длинные новогодние праздники. Кто-то за границу поедет, а кто-то, может быть, хотел бы где-то на зарубежных сайтах купить подарков. Но с российской картой это невозможно, их нигде не принимают.
Компания MasterCard КЗ помогает в оформлении иностранной карты дистанционно. Обычно сделать это можно довольно быстро. В какой стране и в каком банке будет оформляться карта, зависит от ситуации. Тут все очень быстро меняется, заранее сказать сложно. Но это точно будет нормальная рабочая карта. Ее можно будет подключить к Google Play, оплачивать ею отели на Booking или на Airbnb, платить за Netflix, Spotify и iCloud, покупать товары в зарубежных магазинах. Такая карта подходит и для аренды машины, у нее есть БИН-номер. Пополнять ее можно через карты российских банков, например, Сбера. И выводить с нее деньги тоже можно в любой банк. Ну и, естественно, с любыми зарубежными банками она тоже будет работать. Если вы хотели бы сделать себе зарубежную карту, сейчас самое время. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать условия и получить скидку до 15 тысяч рублей по промокоду КАЦ. Хочу тут добавить. Я не первый раз размещаю эту рекламу. В прошлый раз после публикации этой рекламы в комментариях было несколько жалоб на компанию. Я связался с ее руководством, чтобы разобраться. Казалось, были проблемы в коммуникации. С недовольными клиентами связались и вопросы решили. Также мы договорились, что для моих зрителей сделают специальный телеграм, где будут быстро отвечать на все вопросы. Он в описании. Надо понимать, услуга нетипичная. Компания ищет банки, которые готовы открывать карты удаленно, и помогает это сделать. Это хоть и не нарушает никаких санкций или законов, но не всегда приветствуется, поэтому бывают непредсказуемые сложности. Если что-то идет не так, как планировалось, компания сразу возвращает деньги или предлагает альтернативные варианты получения карты. Еще раз, если хотите сделать зарубежную карту, то по ссылке в описании можно начать этот процесс, по промокоду КАЦ будет скидка. Продолжим. Роль спецслужб тут, конечно, вопрос отдельный и интересный. Такое покушение, поразившее конкретную цель без сопутствующих гражданских жертв, явным образом выдает тщательную и профессиональную подготовку. Не надо быть специалистом, чтобы понимать. Грамотно рассчитать заряд, правильно его разместить, вовремя подорвать. Все это требует квалификации. Что свидетельствует о наличии подполья прямо в Москве. И собрано оно не из школьников, которых чекисты радостно разводят на разговоры о Легионе Свободы России и сажают потом, а из профессиональных диверсантов. Это только кажется, что все так легко, бомбу где-то взорвать. Бомбу собрать и взорвать действительно дело нехитрое, но если вы в этом ничего не понимаете, то первой жертвой вашей самоделки станете вы сами, забрав с собой пару случайных прохожих. Людей, которые понимают во взрывчатке, в России сейчас расплодилось немало. Но это все-таки не фронт, где цель надо устранять любым путем. Пусть хоть весь квартал рухнет. Здесь нужно сделать так, чтобы была устранена именно цель, а не подросток-хулиган, решивший покататься на брошенном самокате. Это очень непросто и требует подготовки. Подготовки, которая велась, надо думать, продолжительное время и включала в себя слежку за генералом, изучение его графика и маршрута, изучение места покушения, изготовление взрывного устройства, достаточно мощного и надежного. Все это происходило в стране, где у ФСБ де-факто абсолютная политическая власть, где у спецслужб неограниченные возможности по слежке, прослушке, любым формам внесудебного вмешательства в чью угодно жизнь. Уже в который раз оказывается, что украинские диверсанты работают на территории России как бы вне сферы влияния российских спецслужб. Каждый раз по результатам такого покушения ловят какого-нибудь несчастного конечного исполнителя, который был совершенно без понятия, что в бюсте Владлена Татарского есть взрывчатка. Который и сейчас окажется без понятия, что самокат, который его попросили поставить у подъезда, оказался заряжен. Мы ни разу не видели, чтобы в руках чекистов оказался какой-нибудь кадровый диверсант, без которых такие покушения невозможны. Россия удивительная в этом смысле страна, сочетающая свирепый полицейский контроль с полным бардаком. Всякий раз оказывается, что ни один несчастный бездомный, решивший погреться около вечного огня, не уйдет от свирепой кары. Таких прям будут целенаправленно искать и ловить. С другой стороны, оказывается, что для мигрантов, едва владеющих русским языком, нет никакой проблемы раздобыть боевые автоматы и устроить крупнейший за 20 лет теракт в Москве. Что в Дагестане вдруг может возникнуть боевой отряд, который устроит настоящую войну с гибелью 17 полицейских. Оказывается, что когда происходит бой, теракт, диверсия, каждый раз для спецслужб это становится абсолютным сюрпризом. Даже вот такое покушение. Ведь оно не абы какое. Кириллов не просто генерал, даже не просто начальник рода войск. Это генерал очень медийный, главный спикер по всей концепции биолаборатории в Украине. Кажется очень логичным, что в условиях войны украинские спецслужбы
не желают ему долгой и счастливой жизни. Кажется очевидным, что именно на такого генерала можно ожидать покушения. Кажется, что именно вокруг такого уровня командования нужно искать диверсантов. Это же не какой-то акт террора от сошедшего с ума одиночки. Это подготовленное покушение на человека с очень большой мишенью на спине. И оно снова стало для всех сюрпризом. Будет ли на этом фоне проявлен тот самый свирепый чекистский порядок? Конечно. И как раз там, где его умеют проявлять. Нет никаких сомнений, что сейчас моментально по камерам найдут того курьера, которому заказали отвезти самокат. Нет никаких сомнений, что посыпятся гроздьями уголовные дела об оправдании терроризма против тех, кто написал неудачный комментарий во ВКонтакте. Вот этим российские спецслужбы умеют заниматься очень хорошо. Очень хорошо умеют демонстрировать постфактум показательное людоедство применительно к непричастным. В нашей системе так выглядит эффективность. Раздавать пачками конские сроки, кого-то показательно запытать, дескать, чтоб впредь неповадно было. Опыт показывает, что эффект с точки зрения новых покушений и терактов закономерно нулевой. Не имеет смысла зубоскалить над погибшим или, наоборот, разливаться тут крокодиловыми слезами. Вывод нужно сделать совершенно другой и очень простой. Путин, развязав войну, поставил Россию со всех точек зрения в самое опасное положение в новейшей истории. Нынешние вспышки насилия всех форм и видов – это лишь тизер к тому, что будет после войны. Путин поставил страну под такую опасность, имея спецслужбы настолько ни на что негодные, что они даже настолько очевидные и высокопоставленные цели не в состоянии защитить. Путин сначала построил государство на чистой имитации, где каждый институт, включая госбезопасность, преуспевает лишь в собственном пиаре, а потом этим государством начал реальную войну, и мы каждый день имеем дело с последствиями. Последствиями нехорошими. До завтра.